Вы не понимаете, что вам летит обратно после вашей подачи. Игроки, которые ничего не делают, обыгрывают вас в одну калитку. И вы не знаете, что вам делать в игре, чтобы хотя бы просто попасть на стол. Поверьте, вы не одиноки. В этом выпуске я поделюсь проблемами, с которыми сталкиваются мои ученики в игре на счет с теми, кто ничего не делает. Расскажу, почему они проигрывают этим игрокам и как справляться с теми, кто тухло играет. Я дам вам 5 эффективных советов, которые помогут справиться с этой проблемой и вывести вашу игру на новый уровень, чтобы с легкостью побеждать различных соперников. А в конце ролика я подготовил для вас приятный бонус. Это что за покемон? Поэтому смотрите этот ролик до конца. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Поехали! Вспомните свою игру на счет. С вами, уверен, случался такой момент. Выходишь играть с игроком слабее себя по уровню, он ничего не делает, просто перебрасывает мяч, а вы в этот момент ничего не можете попасть на стол. Все летит неудобно, тухло, криво, начинается истерика, и вы не понимаете, что делать. Из-за этого вы стараетесь не ходить на такие турниры, а выбираете, где ребята посильнее и потехничнее. Ставьте лайк этому видео, если вы тоже так делаете. Давайте вначале разберемся, почему вообще так происходит, а затем я расскажу, как с этим бороться и что делать, чтобы не утонуть в этом болоте. Когда вы начали тренироваться с тренером или сами ставите технику по видео, вы играете с такими же техничными ребятами, и все вроде бы ок. Но вот когда вы ходите на турнир, начинаются нервики. На тренировке вроде все получается. Первый ход залетает справа и слева, подачи принимаете хорошо. Все вроде как по науке, как объяснил тренер. Но что-то не клеится. Почему с игроком, казалось бы, слабее, нифига не получается? Игра просто полностью ломается. Здесь есть две причины, о которых, возможно, вы даже не задумывались. Первое. Когда вы выходите играть с техничными игроками или ходите на турниры выше своего рейтинга, то если вспомните, кто первый начинает играть активно? Именно игрок, который выше вас уровнем. От него все крутится, летит быстрее, игра больше по классике и предсказуема. По факту вам ничего делать не надо, энергия в мяче всегда есть. Вы выходите, делаете элементы и все попадаете. Если этот игрок подрезает, то летит нижнее вращение. Если он делает топ-спин справа, то летит верхнее вращение, никаких фокусов. Но вот что происходит, когда выходишь на игрока уровнем ниже по технике или рейтингу? Здесь вы меняетесь ролями, и первым номером становитесь именно вы. Игрок напротив играет уже за счет ваших вращений, ваших подач. Подачи он вообще не пытается принять, как-то неудобно, он просто пытается их перебросить. Когда он делает срезку, то она редко крутится, из-за того, что он просто не успевает подкрутить мяч. Топ-спин он сам не очень сильно хочет делать, и приходится уже вам играть первым номером. И здесь-то и начинаются проблемы. От того, что вы привыкли, что от сильных игроков мяч летит активно, то здесь все как в замедленном кино. Вам откидывают тухлые плоские мячи. Они все время высокие и непонятной длины, то ли короткие, то ли средние. Вам все время надо придавать туда силу. А мозг не привык к этому. Вы играли с другими игроками и в других условиях. Вы ждете другой теннис, как на тренировке. А происходит какая-то вообще абракадабра. Поэтому вы выходите играть с уровнем выше, где активную роль занимает уже ваш соперник. Он в этот момент может чувствовать то же самое, что и вы в данный момент. Вторая причина. Вы не пытаетесь понять, что происходит за столом и что с этим делать. Мои ученики в этот момент начинают просто психовать и бросать игру. Мол, соперник над ним издевается, играет непонятно как, и я не знаю, что с этим делать. Лучше ходить на уровень выше, там все понятно. Вот такая вот у них позиция. И я так тоже думал. Но здесь и кроется тот момент, заиграете вы или нет. Ведь ваш класс определяется не тем, кого вы обыгрываете, а кому вы проигрываете. Если у вас рейтинг 500 и вы не проигрываете никому ниже, то ваш класс закрепился. Но если улетаете рейтингу 300, значит еще много деталей, над чем надо поработать. В этот момент за столом важно посмотреть, как и что делает ваш соперник. Как он крутит мяч, какой длины он возвращает эти мячи. Стоит ли атаковать сразу же первым ходом на вылет. Обычно игра происходит так. Вышел, напулял мячи по воробьям и не знаю, что дальше делать. Я с этим тоже постоянно сталкивался, когда переучивался на левую руку. Все было не так, все играют неудобно. Я вот один такой молодец, прям вот самый техничный в этой вселенной. Но такая позиция не давала мне расти, и я начал погружаться в тактику игры и стараться разобраться, как и что делать. Так у меня родилась своя методика анализа игры с помощью видео, по которой я по деталям разбирал каждую свою игру.
Потом я начал ее использовать на учениках, и они пошли быстро в рост. Стали выигрывать ребят с рейтингом, которые могли быть выше их на 100 и 200 единиц. Эту методику я раскрываю подробно в курсе домашних тренировок, с которым вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Теперь давайте разберемся, что же делать с такими игроками, с которыми вам надо учиться играть. Дам вам 5 советов, которые помогут выигрывать чаще в таких моментах и чтобы вас не бомбило от этих игр. Совет номер 1. Остановитесь и замедлите свою игру. Когда вы начинаете лететь в игре на счет, ваш мозг отключается. Вы начинаете психовать, делать непонятные ходы, ошибаться и от этого еще больше закипать и делать те же самые ошибки вновь и вновь. Здесь надо взять паузу, подышать и играть на темп медленнее. Не пытаться выиграть в один удар, а сделать первый ход на вращение. Не атаковать первый попавшийся мяч, а дождаться, когда придет более удобный. Совет номер 2. Посмотрите, крутится ли у соперника на самом деле подача. Часто происходит такая ситуация. Вы насмотрелись роликов или отработали прием сильных подач. И когда вы видите эту подачу, вы как мастер выставляете ракетку под правильным углом, а мяч залетает в потолок. Вы делаете это раз, два, и так может продолжаться всю партию. На любительском уровне бывает такой парадокс. Игрок вроде и делает движение со всего маху, но из-за того, что нет чувства зацепа, мяч летит пустой. Только вот ваш мозг включает автопилот и плоскую подачу старается подрезать или легко подставить. От этого мяч просто подлетает вверх и соперник вам выносит мяч на вылет. Совет номер 3. Смотрите, как возвращает ваши подачи соперник. Здесь все происходит как во втором случае, только уже как соперник принимает ваши подачи. Недавно разбирал игру своему ученику, ученик подавал сильную нижнюю подачу или нижнебоковую сопернику, и потом выходил и старался сделать топ-спин по подрезке. Но что было не так? Соперник просто не умел принимать с резкой подачу и отталкивал ее обратно без вращения. Мяч летел выше, чем обычно, и просто тухло падал. Ученик либо не доходил до мяча, либо просто стрелял в потолок. Поэтому сразу смотрите, а крутит ли ваш соперник или все летит плоско. Совет номер 4. Играйте на качество. Когда вы выходите с игроком, который играет пассивно, не надо каждый удар делать на вылет. Очень сильно подавать или убивать его сразу с подачи. Если вы на этом проигрываете, меняйте полностью игру. Подойдите чуть ближе к столу, делайте ходы стабильно на стол и выжидайте тот мяч, который можно будет обострить. Хотя до этого дела может даже не дойти. Просто пару качественных ходов на стол могут сразу принести победу. Совет номер 5. Анализируйте свою игру после каждой партии. Если вы снова улетели партию, ответьте себе на вопросы. На чем я ошибаюсь? Как он играет? Где его слабое место? Куда мне удобнее направить мяч, чтобы выиграть? У вас не должно быть психов во время игры. Да как так? Я ничего не понимаю, да он ничего не делает и тому подобное. На самом деле игрок напротив что-то делает, он вас выигрывает. А вот за счет чего вы должны понять до того, как закончится встреча. Поэтому учитесь анализу, смотрите игры, смотрите разборы. Как этому научиться, вы можете узнать в курсе, который поможет вам разобраться, как строить свою игру против разных соперников и развить свое тактическое мышление. Следуя этим 5 советам, вы уже сможете увеличить процент своих побед и вывести свою игру на новый уровень. Пользуйтесь и двигайтесь к своим целям. И для вас я приготовил бонус. Скачивайте бесплатный PDF-файл по тактическим схемам, как принимать подачи так, чтобы сразу выигрывать или получать преимущество. Вы можете его забрать в моем телеграм-канале. Это сразу выведет вас на новый уровень мастерства. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я пишу полезные посты, которые прокачают вашу игру. Также там проходят прямые эфиры, где вы можете задать любые интересующие вас вопросы. Ну и в мою группу ВКонтакте, там я дублирую видео. И, конечно, на YouTube канал. С вами был Иван Толмачев. До встречи на следующих уроках.